подвиг не увидеть мир, подвиг увидеть для себя его, понимаете? Я думаю, что этот мир, эта возможность дает тебе шанс стать личностью. Тебе дают эксклюзивное право быть в том месте, где ты и не предполагал. Поэтому я никогда не придумываю себе никаких проектов. Я принимаю все, что мне предлагают, потому что я не знаю, что там может быть. И не исключаю, что там может быть гораздо интереснее, чем то, куда я хочу пойти. И вот здесь кроется секрет pourquoi pas, почему бы нет. Георгий Борисович, вы помните свои первые ощущения после того, как впервые посмотрели картину «Зеркало»? Тарковского. Но это был немножко шок для меня. Я был в состоянии полуоглушенном, потому что, честно говоря, я там ничего не понял, но вот какой-то дух вселился в меня, и я понял, что нужно это все расшифровывать. И была возможность это сделать, потому что этот фильм все-таки где-то шел, и я раза два-три его посмотрел. Дитя, беги, не сетуй над Эвредикой бедной, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока хоть в четверть слуха, в ответ на каждый шаг. И весело, и сухо земля шумит в ушах. Но я знал уже Тарковского, я видел его «Солярис». Это первая картина, которая неожиданно на меня повлияла, потому что Андрей Рублев я смотрел в армии, и в окружении солдат, я был солдатом. А как это так? А как это так в армии? В армии, потому что я был в армии. А картину привезли или... У нас была часть, где была, как сказать, офицерский городок, где мы находились, там были жены офицеров. Нам показывали фильм только по воскресеньям. Если было в среду, смотрели только жены офицеров и, не знаю, штатские люди. И в среду, если что-то было интересное или патриотическое, скажем вот так, если эта картина была патриотическая, солдаты вели хорошо, там посуду помыли быстро. И когда я увидел, я знал, что такое Андрей Рублев, я мечтал, когда я учился в Авгике, мне не удавалось, я пытался, это была закрытая картина, и вот она вышла на экраны. Я возмутил весь состав солдат. Я сказал, что она подходит под патриотическое, потому что это та-та-та. И все, значит, как бы нам удалось и доказать офицерам, что мы имеем право на это, и мы пришли смотреть. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Но, честно говоря, потом меня побили солдаты. Побили? Ну, не побили, но освистали, потому что что за чушь ты так все это рекламировал. И я был в числе вот с ними согласных. Ну вот если... Не то, что не дорос. То есть вот это окружение само меня превратило отчасти. Вот как-то я почувствовал, убедил. Вы знаете, есть такое понятие внушения. Как мы живем в мире внушаемости. Все вокруг, мы живем в этой среде. Понимаете, мы как бы перепрыгиваем из одного внушения в другое. Вот я был в такой внушаемости. И это меня дико разочаровало. Я мечтал об этом, я думал, что это мой мир. Вот. И, к сожалению, мне хотелось общаться с какими-то интересными, умными солдатами. Хотелось говорить какие-то умные беседы вести. Это было смешно, потому что я их проверял такими вопросами. А вы знаете, такой Сальвадор Дали, например? Потому что я помню, когда-то в Авгике я пытался найти его картины. Марка Шагала мечтал посмотреть. Он был закрыт, запрещен. Когда учился в Авгике, мы спорили о нем, но посмотреть его было невозможно. Я помню, какой-то мальчик принес конвертик с маркой израильской, и там был штамп, и мы в лупу разглядывали репродукцию Шагала, это было непонятно. Ну, был хотя бы еще один солдат, кроме вас, который разделял ваши ценности? Там были интеллигентные ребята, но никто не интересовался так живописью, культурой, кино.
Но вот если вернуться про Марка Шагала, то я вернулся из армии в 1973 году, и в Третьяковской галерее была его выставка Марка Шагала впервые. И я поторопился, конечно, пойти, и я помню, даже я пришел туда в военной форме, потому что у меня не было денег на билет, и меня пропустили бесплатно. Но каково было мое разочарование, потому что я мечтал увидеть что-то, что меня подвергнет восторгу. Но я не почувствовал, мне показалось, что это не интересно, не искусство. Понимаете, это был момент, когда шла борьба, и она пока была немножко на равных. Потом левое искусство, диссидентство взяло власть. А тогда вот фраза Хрущева, что ну что это за искусство американцев? Это обои, это дизайн. Вызывает ли это какое-нибудь чувство? Хочется плюнуть. Вот эти чувства вызывают. Отчасти это правда, это дизайн. Я не имею в виду Шагала, а современное искусство. Оно ближе к декоративному искусству. Вот. Но мы ждали от настоящего искусства что-то такого сногсшибательного. И тогда мне это не понравилось. Мне это было грустно, горько. Я помню, даже в дневнике я пытался как-то разобраться. Какие-то странные лошадинообразные люди, человекообразные лошади, что-то летает. Ну, ничего такого нет. Я не видел этого. Мне не нравилось это все. Мне казалось, все это неталантливо. Не чувствовал этого. Вот. Но когда однажды, вот я не буду вам всю биографию свою творческую рассказывать, потому что это займет много времени, потому что после Тарковского я стал интересоваться Возрождением. Меня интересовал Брейгель, я хотел увидеть. После Соляриса? После Соляриса, да, где он там плавает. И тогда я решил найти эту картину, где-то рассмотреть ее нормально. Ну, единственное место, где я мог искать, это был антикварный магазин. Их было пару в Москве. И в один на улице, вот где сейчас Москва. Магазин Москва, да. Боковой отдел, ближе к памятнику Юрию Долгорукому. Там как раз и находился антикварный магазин. Там был такой Ян Яныч. И я... Ян Яныч? Ян Яныч его звали, да. И я все время приходил и говорю, Брейгеля не завезли. Он говорил, не-а. И потом я понял, что, может, он меня забывает, там девочки работали, я девочкам говорил, он тортики приносил им. Когда я приходил, они говорят, вон, Брейгель твой пришел. Там была такая Наташа Каменская работала, они говорят, Наташа, вон твой Брейгель пришел. Спрашивает, ну так я и не нашел, не попадался там. Но был момент, когда Ян Яныч увидел меня и сказал, есть. И у меня так сердце затряслось, руки вспотели, дрожащими руками побежал платить. Он мне дал тихонечко, там посмотрел, справа влево никого нет, сверток отдал. И я его схватил, и вот как животное или птица, которая кусок вырвала, спрятался в уголочек и так тихонечко стал открывать, посмотреть этого Брейгеля. Я думал, что это Брейгель. Но когда я его открыл, я вдруг Марк Шагал. Черт побери. То, что я меньше всего любил на свете. Но, смотрите, там произошла другая вещь. Потому что первое это было отталкивание, и вдруг я почувствовал, что это что-то невероятно интересное. И вдруг я подумал, а как это классно. То есть вот это было... Я считаю, что это был один из главных моментов в моей жизни. Вот это «почему бы нет?» Потому что первое – это жесткое «нет». То есть это как бы смерть предрассудка. Почему бы нет? Это смерть предрассудка, когда вот ты знаешь, что это нет. И вдруг я открываю и начинаю просто... Я считаю, что в этот момент я понял все. Не только Шагала, потому что я не понимал, не любил японское искусство, я не понимал современного искусства. Но вот в одну секунду это включилось. В момент такого напряжения, когда я был готов увидеть, я открылся, как бы вся моя душа была открыта до ожидаемого, но появление неожидаемого
Вот здесь нужен подвиг. Французы говорят «pourquoi pas», «why not», почему бы нет. И поэтому я вот всегда пропагандирую эту идею, потому что само творчество это и есть, почему бы нет. Можно я о двух людях спрошу, которые рядом с Тарковским, ну как бы шаг в сторону сделаем. Вадим Юсов Да. и Георгий Рерберг. Можете объяснить принципиальную разницу Между ними. между этими художниками? Вы знаете, оба человека очень культурных, скажем, универсальных. Рерберг для меня чуть потоньше все-таки. Тоньше всего лишь. Он чувствовал нюансы и понимал Тарковского. Как бы, понимаете, они все входили в его шкуру. Дело в том, что он работал не только с этими двумя операторами, но все остальные операторы, которые с ним работали, их не лучшие фильмы сняты с Тарковским. Потому что войти в его мир – это уже много. Потому что видеть его глазами – это… Потому что этот человек обладал невероятным, тонким, насыщенным, насмотренным, скажем, европейской культурой глазом, взглядом. И все это видно. На его картинах мы это видим. Каждый кадр, он безошибочный. Они разные, я не могу их сравнивать, я не могу сказать, даже я немножко жалею, что я сказал, что Рерберг тоньше, потому что я вижу их разницу, это два великих кинооператора, и они великие не без Тарковского, хотя Рерберга картина, снятая с первой картины Кончаловского, она совершенно удивительная. Первый учитель. Первый учитель, да. Нет, мне больше нравится Ася Хромоножка. Да, Вася Клячкин, вот где… Он делает совершенно невероятные панорамы. Это блистательная работа, я считаю. Есть ваш любимый фрагмент или любимый кадр в «Зеркале»? Их много. Ну, перечислите. Один из них, когда после петуха она поднимает взгляд, это очень интересный. Это такой невероятный синтез актерского мастерства, операторского и режиссуры. И когда это единство произошло, я считаю, что это очень красиво. Красиво, глубоко, гуманно. Отсылает к европейской гуманистической живописи. Там много загадочных есть кадров. И вот эти панорамы с кошкой, с молоком, с сахаром, дети, пожар, черно-белые картинки, движение воздуха. Понимаете, дело в том, что когда мне повезло пообщаться с Тарковским, и у него возникло ко мне доверие, он мне дал, вот, я вам рассказывал, такой непонятный мне кирпич, не говоря ни слова. Просто возьми, передал мне, я не понял, что это. Когда я увидел, что это склеенные негативы. Я не знал, что это за негативы, но это были стеклянные негативы, 9:12. Я догадался, что их нужно отреставрировать, положил в воду, промыл, положил, высушил. И сделал контакты, а не 9:12 можно было разглядывать. И непонятным образом я ощущал, что я просто как-то пересматриваю фильм «Зеркало». Я не знал, что это такое. Потом я это узнал, что это фотографии, где двое детей. Это он и его сестра Марина. И я сохранил один отпечаток, где мама лежит в лесу,
черные фоны, детишки бегают. Я думаю, что вот эти фотографии и дали ему идею, вот неправильное слово. Импульс. Импульс, да. Экранизировать. Потому что как бы его упрекали в таком эгоцентризме, что он экранизирует свою жизнь, биографию. Но нет, это вот как раз те кадры, которые подтверждали его существование. Confirmer son existence, подтверждение экзистанции, существования. Потом, когда я с ним познакомился и хотел его мнение о моих фотографиях, он мне сказал, ну, для меня это не фотографии, Картье-Бresson, вот эта фотография. Я не знал, кто такой Картье-Бresson. Но он мне начал объяснять, что такой решающий момент. Он говорит, фотография – это когда момент неожиданный, снятый в точном пространстве, во времени, в идеальные точки, в идеальный момент. И когда я увидел Картье-Бresson, а особенно его Москву, в момент, когда я родился, тогда уже я получил confirmer mon existence, подтверждение моего существования. А его Москва – это 54-й год? 54-й год, я родился в 53-м, и, понимаете, это очень важно для нас, потому что я не мог вспомнить, носила моя мама шляпку в вуале, мне казалось, это невозможно в советское время, это, я не знал, ходили ли люди так, или, то есть очень много было сомнений. И когда ты получаешь подтверждение, и это фотографии реальные, где сам автор может не догадываться о той информации, которую получает огромное количество людей, то это интересно. И это было для меня невероятно важно, и он убедил меня. Позже я понял, что то, что он мне направил на репортажную фотографию, это был правильный импульс. Репортаж, он скучен, пока ты свидетель, пока это время настоящее, пока любой человек или ты сам можешь это повторить и снять. Но это набирает невероятную ценность со временем. И тогда ты понимаешь. Мне кажется, появление фотографий, все играли в искусство. Это была гаджетка. Но потом люди поняли, какая ценность была. И все думали, ну почему же они не сняли дальше? Почему же они не развернулись в другую сторону, не сделали, понимаете? Я помню, я когда маленькие дети были, на видео маленькие, делал какие-то зарисовочки, снимал их. И совсем недавно показывал, и они смотрели с удовольствием, где они маленькие. И вдруг они закричали: «Папа, это ты!» И я увидел себя в отражении, потому что я случайно прошел мимо зеркала и увидел себя. И я себя не узнал. А чего ж ты себя не снимал? Я говорю, да я не знал, что я буду другой. Мне казалось, что я все время буду такой. И вдруг я себя увидел совсем другим. И если бы я знал, ну, сейчас все снимают себя, миллион селфи, это не проблема на сегодня. Но... А вы делаете селфи? Нет, селфи я не сторонник селфи, я не охотник за собственными отражениями. Можно еще про Тарковского спрошу? Да. В какой момент вы оказались на съемках «Сталкера»? Какой это был момент? Когда я попал на площадку. Когда это был последний этап. Это уже Княжинский снимал? Княжинский, да. Когда уже снимал Княжинский, Тарковский разрешил мне попасть на площадку. Были маленькие проблемы с официальным фотографом Мурашко. Может быть, он имел эксклюзивное право на съемку, но Тарковский мне сказал, что вот я совсем недавно понял важность фотографии в кино. Для меня это важно. Вот. Ну и он не очень хотел, чтобы Мурашко имел эксклюзивное право на это. Меня удивляло, что Тарковский был человек очень деликатный, в отличие от всей группы и того общества, в котором мы жили. Потому что мы жили во время, когда деликатность казалась слабостью. Восприятие мира было или ты сильнее, или ты слабее. Как сейчас? Ну, не везде. Сейчас все-таки есть больше поколения сильнее. Вот. Но
вот такую яркую личность деликатного человека я впервые увидел тогда. Это был его отец, когда мы поехали снимать вместе. Он интервью брать, в Переделке, да. Он меня, конечно, поразил своей интеллигентностью, да, это неправильное слово, интеллигентность, своей личностью. У него лицо интересное. У него невероятно интересное лицо, интересное его общение, он невероятно обходителен, он настоящий европеец, видно, в том старом смысле слова. При этом он же, наверное, не был в Европе ни разу. Я думаю, что культура одна. Все-таки в человеке это сидит, это социальное ощущение. Но это не обязательно ездить в Европу и считывать. Ну, наверное, общался с людьми такими. Это передается через общение, наверное, когда ты видишь модель поведения. И при всем при том, мне казалось, что мы едем в Переделкино. Я думал, что у него дача, как у Пастернака, у Чуковского. Абсолютно нет. В Переделкино был какой-то дом творчества, где у него была маленькая комнатка. Вот он там и жил. Вот и лето прошло, словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист пятипалый прямо в руки легло. Только этого мало. Понапрасну ни зло, ни добро не пропало. Все горело светло. Только этого мало. Жизнь брала под крыло, берегла и спасала. Мне и вправду везло. Только этого мало. Листьев не обожгло, веток не обломало. День промыт, как стекло. Только этого мало. Потом я набрался смелости, приехал к нему один, чтобы привезти ему фотографии, подарить ему. И вот встретил, ну, тогда телефонов не было мобильных, и я не мог его предупредить. И он сидел с одной женщиной, разговаривали. Она написала книжку «По следам Войнич». И он меня спросил: вы знаете про Войнич? Вот про эту книгу? Я говорю: да, конечно, я знаю. Моя мама с сестрой в слезах ее читает все время. Ну, мне было приятно познакомиться с этой дамой, и пообщаться с ним. Но он вел себя невероятно séduisant, как сказать. Он старался, ну, я не могу сказать, мне понравится, но какие-то истории невероятно рассказывал из своей жизни. Про Олешу, про милиционера, какие-то вот анекдоты, которые были в то время. Он очень был человек общительный, подвижный. Очень любил Андрея. Он не говорил об этом, но он гордился им, это видно. Гордился? Да. Он мне сказал: смотри, какую картину. Он же неплохую картину снял, «Зеркало». Я говорю: ну да. Ну, в каком-то контексте я не помню, не то чтобы его хвалил, там не было, но вот это прозвучало однажды в разговоре. Мне кажется, что... Я не знаю, Андрей, в отличие от семьи, наверное, ему нужно было больше настойчивости, уверенности, нахрапистости, потому что люди были, вся семья очень скромная. Я не знаком был с мамой, но Марина вот до сих пор, она есть, она очень скромная, интересная женщина, в ней есть эта культура, сохранилась, с ней невероятно приятно общаться. Можно я спрошу? Можете не отвечать. Но тогда она не занималась с Андреем. Андрей держал всех на дистанции. Он не допускал людей. Вот только мать, отец был центром его внимания. Но после его смерти, конечно, она имела мужество пойти в этот мир, и она создала целый мир вокруг. Она привлекла многих людей, выпустила книги, собрала материал. Этим занимался не только сын Андрея, не только фонд, и Марина, да. Два вопроса. Можете не отвечать, если это хорошо. Ну, неважно. Вы были знакомы с Ларисой? Да. Какое впечатление она на вас произвела? Но мне казалось, что она не из этого круга. Она оберегала его, конечно, но этот человек немножко попроще. У меня были с ней неприятные моменты когда-то в жизни. Мне не хочется просто про нее что-то говорить плохое, но особенно после смерти Андрея, она попросила меня сделать, я предложил сделать маску ему посмертную.
Вот. Но эта маска была опубликована в «Русской мысли» по ее предложению. Но она не обиделась, что гонорар заплатили мне, а не ей. Ну, это уже сплетня, понимаете, то, что я говорю. Я помню, что я к нему однажды, когда я приходил, фотографировал его, я приносил книги. Помните, это была эпоха диссидентского обмена книгами. И тогда я был на съемках у фильма Андрея Смирнова. Какая картина? Эта картина называлась «Верой и правдой». И Андрей меня отпускал, оставаясь без фотографа. И он мне говорил: неважно, это не так важно, если у тебя есть такая возможность снимать Тарковского, ты всегда свободный. Какая щедрость душевная. Щедрость. Он очень культурный, образованный человек, и он понимал, что личность Тарковский, и понимал, что очень важно запечатлеть его. Ну, ему хватало и то, что я с ним работал, тоже я снимал, очень много, я снимал больше, чем фотограф на площадке. Я снимал репортажи, все больше. Я старался, мне этому было самому интересно, мне хотелось это делать. Вот. И я помню еще с Андреем, когда я сидел там, читал, он говорит: а что это за книжечка такая, знакомые буковки там, знакомые? Потому что вот это издательство «Ардис», оно отличалось от советских книжек. И я понял, что нужно сдаться, признаться, что я... Вот. Он говорит: да не бойся, мы все читаем, это не страшно. А что были за книжки конкретно, не помните? Я помню, что это был Набоков, обычно Бродский, какие-то философы, что-то мы читали в свое время. А Тарковскому, когда я пришел, я дал книжку Надежды Мандельштам, я пообещал, потому что я знал Надежду Мандельштам. Вот, кстати, мне кажется, немаловажно было то, что он видел мои фотографии Надежды Мандельштам, потому что первая из известных людей, кого я снял, Надежду Яковлевну, меня навел Андрей Смирнов, очевидно, через Кушнера. Я пришел тогда к Андрею Смирнову, там сидел Кушнер, и он говорит: сними. И я вот помню первые мои фотографии. Я делал как бы не портрет, а какую-то такую поэтическую метафору. Мне очень хотелось как-то с фокусом поиграть. И эти фотографии есть, их можно найти. Какое впечатление она на вас произвела? Кто? Надежда Яковлевна. Очень смешно было, потому что вышла старушка, хорошо одетая, потому что она потом уже в халатах всегда выходила, но вот тут она поняла, фотограф приезжает. И почему-то спросила меня: скажите, вы не снимаете правительство? Я говорю: нет. А почему спрашиваете? Она говорит: а то Ося, когда его пришел снимать на Пилбаум, он сказал: не будете позировать, он снимай Надьку. Потому что ты снимаешь правительство. Я считаю, что всех надо снимать, потому что время проходит, и интересно на всех взглянуть. Если бы мне предложили снять хоть Гитлера, хоть кого-то, я бы, не мешкая, пошел бы снимать. Я считаю, что фотография это несет... Отказ от фотографии – это глупо. Другое дело – отказ от показывания фотографий. Но не нужно сомневаться. Если есть возможность, снимай всегда. Это мое кредо. Вот, поэтому... То есть неважно, если даже перед вами абсолютное зло. Оно требует доказательства, что это зло. Потому что это зло под вопросом. Это абсолютное зло нужно объяснить. Это зло – это социальное понятие. Это зло. Понимаете? Но на то и существуют суды, чтобы разобраться в этом. Зло это или не зло. И причина этого зла. Вы же не знаете судьбу. А зачем отказываться? Фотография – это документ. Я же, не снимая зло, не высказываю свою симпатию ко злу. А вы всегда знаете судьбу фотографии или предчувствуете ее? Нет. Откуда я могу знать? А если вдруг на штандарты поднимут эту фотографию? Ну, а что поделаешь? А что такого? Они могут... Слушайте, извините, ваш архив находится открытый. Туда залезает кто угодно. И эти штандарты, туда лазят и правые, и левые, и фашисты, и националисты, и сионисты, и антисемиты, кто угодно. Вы не несете за это ответственность. Фотограф не несет ответственность за документ, который он сделал. Это метафора, это образ. Она может служить метафорой. Прежде всего, это документ. Из него можно сделать метафору и образ. И все можно сакрализировать. Можно сакрализировать вот эту чашку. Все, что угодно.
Но вы не несете ответственность за это. Мое мнение, не знаю, как вы считаете. Вы считаете, что там... Не знаю. Для меня не существует институт нерукопожатных. Для меня такого нет. Ну, у нас, например, вот не у нас, я не знаю, я не принадлежу, наверное, никакой все-таки Вот, я к чему же? профессии. Ну, журналисты. Нет, вот я не предположим. принадлежу никакой партии. У меня нет... Партии, Да, я вот быстрее всего быть, как сказать, нуль-пар, никаким. Вот это самое высокое искусство. Есть, например, ну, предположим, правые, левые, хорошо. Но есть какие-то люди, не знаю, которые собой олицетворяют, ну, не знаю, они людей убивали. Например, вот я знаю, что этот человек вот сейчас, вот он жив, он там популярный, предположим, человек, известный, умный в какой-то степени, но он убивал людей своей рукой. Я не решусь сделать с ним Нет, интервью. для вас, у вас другая работа, потому что это интервью, а фотограф – это фотограф. Вот что вы возьмете с оператора? Он снимает документ. Вы можете повернуть в любую сторону. Вы берете ответственность, но не он. Поэтому фотограф – это техническая работа, человек, делающий документ. Представляете, это документ. Это камера слежения. Вы что, начнете с ней разговаривать с камерой, как тебе не стыдно? Это же человек-убийца, зачем ты его снимал? Понимаете? Фотограф – это штатив. Он пришел, встал. К этому мир двигается. Можно я еще раз вас спрошу о московских людях до того, как вы уехали? Кроме Тарковского, съемки какого человека здесь или случай, портрет, не знаю, все что угодно, произвел на вас такое впечатление на всю жизнь? Вы с этим до сих пор как бы живете? Другого человека? Ну, вот, да, А я кто? особо не снимал, Кто? я не могу. Я был свидетелем перестройки. Дело в том, что я уехал, я не уезжал, я уехал и приезжал все время. Это абсолютно, сегодня это не имеет значения. Да. Это может быть какой-то жест. А на самом деле мир открыт. Так вот, встреча с кем? Кроме, два Тарковских, Андрей Арсеньевич и сам Арсений Надежда Тарковский. Владимировна. Надежда Яковлевна. Были еще кто-то, я не знаю, человек один, несколько, которые... Я не знаю, я не помню. Я мало людей снимал, но если вы подскажете мне имена, и есть люди, которых я мечтал бы снимать. А кто это, например? Ну, тот же Лихачев, к примеру. Есть люди, которые... А вы не получилось? Я не знал его, да. Ну, я бы хотел бы снимать людей. Надо было... Я сделал ошибку. Меня направляли, и я снимал этих людей. Тарковского я сам хотел с ним познакомиться. И познакомился случайно благодаря Лоре Яблочкиной. Она шла к нему на день рождения. Я попросил отнести пакетик с фотографиями. И он увидел и согласился. Вот. Иначе бы я к нему не подошел бы сам. Это было бы невозможно для меня тогда. Но она и познакомилась с Тонино Гуэра тогда. Это был интересный человек. Но я не знаю. Если назовете вы имена какие-то, могу сказать, да или нет. Ну хорошо, а есть люди, которых, вот как Лихачев, которых вы бы мечтали снять, но, может быть, даже из живущих сейчас? Ну нет, есть много интеллигентных, интересных, тонких людей. И то, что я мечтаю снять, и моя съемка, это не знак отличия. Это просто такой курьезити, это любопытство посмотреть человеку в его лицо, в его глаза. И тоже это не самое главное, потому что посмотреть в его душу вам легче через его произведение искусства. Я однажды отказался от присутствия съемок или желания пожать руку. У меня нет было необходимости, мне достаточно было его душу иметь через его произведение. Тот же Картье-Бresson, ну что, ты можешь с ним пообщаться, конечно, он может что-то тебе рассказать, но то, что он подарил этому миру, это достаточно, оно доступно. Зачем лезть, самоутверждаться? Для меня это немножко пафос. У меня есть хороший претекст, я фотограф, и это тешит мое самолюбие. Я отметился, я снял его, вот я такой-то. Пускай снимет его родственники, они могут снять не хуже меня. Не главное, кто снял, а главное, если родственники хорошо снимают, великолепно, то
это достаточно. Я не думаю, что это я вот судья, я отметил его плюсом или минусом. Вот я пытаюсь эти знаки уничтожить, понимаете? Ни карикатуры, ни восхваления. Мне всегда интересно снимать людей, их портреты. Я люблю это. Я не портретист, для меня этого жанра не существует. Мне просто есть человек, которого мне интересно снимать, видеть. Интересно снимать интересных, умных людей, интересно снимать красивых людей, интересно снимать красивых девушек, интересно снимать умных, тонких, интересно находить в людях что-то новое, какую-то изюминку. Я помню, меня пригласили снимать Изабель Юппер когда-то, когда я был в Магдуме. Она сама предложила. Это какие годы? Ну, лет 8-10 назад. Боже, она же невероятно красивая. Она хорошенькая. Умная. Интересная, И да. умная. Да-да-да. И Я я... очень большой поклонник. Да. И она выбрала и случайно попала в этот список 5 фотографов, которые она сама предложила. Она сейчас без объяснения причин отказалась в Россию приехать. Почему? Она же должна была... Спектакль должен был быть. Да? в Петербурге. А что случилось? Отменили. Отказалась ехать. Не знаю почему. Не знаете? Не знаю, никто не знает. По-моему, так. Публично не объяснялось никак. Ну, прикольно. Я ее снимал, где она была здесь недавно еще раз. Здесь. Немножко она такая у них есть. Ну так что тогда, вот какое впечатление это все на вас произвело? Нет, я думал совсем о другом. Я говорю о том, о чем даже не представляете. Я просто помню, это было раннее утро, меня подняли почему-то рано. Я подумал, блин, вот я через эту толпу людей иду. Я не знаю... Это в Париже? В Париже, да. Вот, я не знаю, куда, зачем. Я знаю, куда и кому, но я не знаю, что будет. И эта бедная женщина тоже, она вынуждена открыть дверь незнакомому человеку. Там у нее, очевидно, какие-то дети, проблемы. Она должна подготовиться. Зачем? Очень деликатный человек. Зачем? Нет, вопрос зачем? Кому это нужно? Кто меня ведет? Какая цель? И я задумался. Я подумал, ну, наверное, для того, чтобы эти фотографии, если они будут удачные, появились в журналах. И дальше вопрос, а зачем? И я думаю, наверное, кому это нужно. Я думаю, а зачем они нужны кому-то? Какая цель этих фотографий? Если я сниму ее, допустим, с неожиданной точки, но все неожиданные точки люди видели в кино. Она же там двигается, она известная. И вот так вот, отвечая на вопрос, я понял, что удачное произведение дает человеку энергию. И тогда я задал себе еще раз вопрос, а что человеку дает энергию вообще? И начал представлять себе, и назвал для себя так. Солнце, когда его нет, и вдруг оно появляется, какая энергия. Любовь, когда ты влюблен в тебя, просто что-то с тобой творится, энергия невероятная. Это мощный источник энергии. И дальше я подумал, что и творчество, и гармония. Это без пафоса, я сказал? Без пафоса. Без пафоса. Без пафоса. Творчество, когда просто у вас сегодня список дел, и вы видите, что второе лучше сделать 4-м, а 9-е на 2-м месте, это уже творчество, и у вас появляется энергия. Понимаете? А гармония – это, конечно, мы ходим по улице и собираем в нашей памяти красивые лица, потому что они дают нам энергию. Согласны? Согласен. А на фотографии это и так красивая фотография. Я, может быть, не являюсь фотограф-контемпоран, где обратные цели стоят отчасти. Мне нравится. Хотя красота – это кич, может быть, вот осторожнее. Вот здесь один барьер есть. И вот как раз модератор красоты, художник, он должен не довести, не перейти эту границу. Вот, а то это ловушка очень страшная. А про нее, кстати, могу договориться, вспомнить. Да. Я пришел к ней тогда, и на самом деле там из двери выбегал какой-то малыш, его все время
на него кидались, там, она просила мужа, чтобы он его занял. И абсолютно тоже это не с руки было, не нужно, потому что кто-то ворвался в ее дом со штативом, ну, не с штативом, с камерой. Вот. Но мне казалось, что она актриса, и она как-то немножко сможет дать какие-то варианты мне. Ну, абсолютно. Она вот села и... Ну, мы с ней поговорили, интересно. Она сказала, что она помнит русский язык. Да, она же учила его в Да, университете. учила русский язык. О фотографии поговорили. Обо всем на свете. Я тут узнал интересную историю, просто к слову скажу, что она в какой-то момент, в конце 80-х, по-моему, или в 90-е, была приглашенным редактором одного журнала французского про кино. И там на страницах журнала состоялась ее беседа с Жаном Бодрийяром. До этого не было. Кстати, я его тоже снимал. Бодрийяра? Да. Я имел неделикатность задать ему вопрос, а фотограф не имеет права задавать вопросы. Почему? Потому что фотограф – это интервьюер. Сейчас представьте себе, что ваши кинооператоры. Какие у вас вопросы? Это же они ближе, они мои коллеги. У них больше вопросов ко мне, чем у вас. И что вы спросили? Я не помню, потому что мне очень нравилось то, что он делал. Он что-то говорил по-французски. Но потом я увидел в прессе, это был турецкий журнал, турецкий журналист. Он сказал, и Пинхасов задал вопрос. Бодрийяр сказал? Да. Нет, журналист. Да, нет. Ну, он... Я не помню, что за вопрос. Но иногда мне кажется, что Бодрийяра лучше знают здесь, чем во Франции. Потому что у кого не спрашивают, никто не знает. А кого еще от больших интеллектуалов? А здесь, кстати, я вот в Малаховке у нас дача была. Там женщина, она продавала вначале обувь, а потом книжки. И я увидел Бодрийяра. Говорит, Бодрийяр, он не Сартр, конечно. И она рассказала мне все, о чем он писал. И очень неплохо. Я подумал, если наши тут продавщицы разбираются в Бодрийяре, а в Париже даже интеллектуалы его не все знают. И того же Домингуэра итальянцы мало знают, а русский вот, таксист какой-то мне рассказывал, что любит поэзию Домингуэра. Так что не безнадежно. Таксист? Да, в Москве. Или в Тбилиси, я не помню, где-то я говорил. Это было прикольно. А кого еще из больших интеллектуалов снимали французских во Франции? Знаете, я снимал много людей, я уже не помню. Проехали. Я помню, какие-то биологи, какие-то, да. Я снимал одного человека, фамилию забыл, очень известный. Ой, слушайте, это может дать какое-то огромное количество историй. Я снимал одного бывшего министра юстиции Франции, который отменил смертную казнь. Большое дело. Да, гильотину. И это было... Я вспомнил, что... это была дико смешная история, потому что до этого, много лет назад, еще когда я не был в Магнуме, я снимал для журнала «Актюэль», провокационный журнал «Актюэль», и меня послали в то место, где... Они подумали, так, маленький иммигрант, как раз в то место, где чрево все это, Сантье называлось. Там, где проститутки находятся, там, где иммиграция всякая. Там была синагога, очень красивая, потому что центральные районы Парижа – это бывшие еврейские районы, Море и так далее. Меня послали, они сказали, ну сможешь, но там очень важная свадьба. Это сын министра и дочь крупного бизнесмена. Вот человек, который в Париже создал агентство какое-то, я не помню, рекламное агентство, и ему принадлежали драгсторы. Вот из Америки он привел в Елисейских полях эти драгсторы. Я тогда не понимал, что это. Я увидел шикарную свадьбу, огромное количество фотографов, поэтому я смог спрятаться. Ну и не быть незаметным. Я был один из них, одел шапочку на себя, ходил, снимал. И я помню, что оператор сидел на тележке, и перед ними шла эта пара, вот как Собчак сегодня, вот какая-то вот такая открытая свадьба. И, ну, частная, конечно. Я был посторонний человек, это было запрещено это делать.
Ну, снял, они посмотрели и не публиковали. Забыто. Потом, когда я поступил в «Магнум», эти фотографии остались в архиве. И через какое-то время мне звонит директор и говорит: слушай, Пинхасов, там какой-то безумный скандал, я не могу ничего понять, разбирайся сам. Оказывается, это был период, когда произошла какая-то история скандальная в концлагере бывшем, я не знаю, где-то на территории Франции или кого-то. Какие-то хасиды поссорились или облили водой хасидов эти монашки. Разгорелся скандал, и опять менялась история между евреями и католиками и так далее, и так далее. И вдруг какой-то журнал решил дать образец брака между католиком и евреем. И вдруг на обложке крупного французского журнала появляется фотография. И вот эта дама, леди, вдруг видит дочку свою. Можете себе представить? На обложке и написано, что еврей и католичка мирно... Ну, я не читал, я не помню, что это было написано. Это был как образец. Офигеть. И она наехала на нашего директора, позвонила в «Магнум». Но мне она не сказала, что тогда мобильных телефонов не было. Но она поговорила. Вот уж точно Речь, да. Она говорит: конечно, засудить это запросто, но я хочу понять. Потому что она предположила, и она мне сказала об этом потом, что в группу доверенных лиц, вот это очень важно, понимаете, вот для этих кланов, так как и для съемок Тарковского, важно, чтобы были доверенные лица. Вот это доверие — невероятное качество. И поэтому недоразумения у Тарковского были, когда он видел эти сомнения. Извините, что я перескакиваю. Ничего страшного. И вот фотографу отдал, значит, эту фотографию. Она хотела посмотреть, узнать. И она меня пригласила. Я знал, кто, что я вообще по-французски с трудом говорил тогда. Мне было смешно. И я пошел в этот драгстор, где я никого не нашел. Она назначила мне встречу. Я вернулся, там где-то нашел телефон-автомат, перезвонил. Она заставила меня вернуться, потому что вначале она боялась со мной встречаться, не знала, кто. Вот. И она сказала: вы знаете, вот я не буду на вас суд подавать. Это, конечно, неправда. Моя дочка не католичка, они примитивные люди, они не знают, что католики, они по фате решили, что она католичка. А фата пришла в католический мир с еврейской религии, как она сказала. Я не сомневаюсь, наверное, так оно и было, но не суть этого. Они ошиблись, редактора. А она сказала, что: вы знаете, я вам скажу такую вещь. Я вам хочу это простить и ничего с вас не требовать по одной единственной причине. Потому что эта фотография оказалась, говорит, самой лучшей из всех, что мне предложили. Если вы мне ее подарите, говорит, если вы мне подарите другие фотографии, говорит, я буду вам примерно благодарна. Вот таким случайным образом, видите. Подарили? Конечно, я вытащил из архива. Так как я не могу его публиковать, он случайно попал в открытый доступ. Я вернул. Смешная история, да? Видите, это случайные вот такие кисты исторические. Да, хотя вопрос у нас был совсем в другом. Вспомните? Не важно. Вот нас смотрит большое количество людей. Где? Везде. Кто-то из них не знает ничего об агентстве «Магнум» и об основателях. Их было 5 человек, но я хочу о двоих спросить, если позволите. Это Картье-Бresson и Роберт Капа. Это главное, да. Если коротко, вот, людям, которые впервые слышат эти имена, сказать, почему эти фотографы являются символом 20 века? Да, вы знаете, не символом. Может быть, есть фотографы получше. Не исключено. Когда мы видим те же военные события, мы видим, было очень много фотографов. И трагедия этих фотографов заключалась в том, что они свои фотографии отдавали в редакцию, которая вырезала одну фотографию и выбрасывала все,
оставляя только нужный кадр и выбрасывая позже его. Они не сохранили свои архивы, они были работниками, они были документалистами, понимаете? И моя гипотеза Магнума заключается даже не в этом. Феномен в том, что ты должен сохранить. Понимаете, она же, это скоро портящийся продукт. Нужно, вот как газету ты прочитал и выбросил, никому не интересно. Но мы не догадываемся, насколько это важно через какое-то время. То есть мы можем сейчас начать об этом думать, но мы не осилим такое количество. Вот. Но способность сохранить, догадка или случайность, вот как религия, она возникла, вот иудейская религия, они догадались сделать механизм, сохранить его, который сохраняет их. Понимаете? Религия сохраняет их, потому что что было до них, мы не знаем. Вот они придумали что сохранило их. К чему я это говорю? Потому что я не исключаю, что и другие фотографы были. Но вот этот знаменитый чемодан, называется мексиканский чемодан, но он к Мексике не имеет отношения, а имеет отношение к Испании, потому что Роберт Капа, снимая Испанскую войну, но он не один снимал, он снимал вместе со своей девушкой. Чемодан вернулся лет 5 назад, может быть, не помню сколько это, но он недавний совсем. Чемодан был затерян, его не было. Я видел его в первой выставке в Нью-Йорке, в ICP называется. Это его брат основал эту институцию. И там есть школа фотографий заодно. И вот они выставили этот чемодан. Должно быть, он отделял свои негативы от, вспомните имя, его девушки, которая была блистательный фотограф. Она тоже была фотограф. Но потом Капу обвиняют в том, что он все по своим именем оставил, не стал разделять. Но не в этом дело. Видите, вот для меня этот чемодан является как бы генетической капсулой, прообразом Магнума. Понимаете? Может быть, я не хочу говорить, что вот это еврейский ген сохранить себя, который дал религию, и он подсознательно попал в руки. Я не назвал бы даже его евреем. Евреем называется тот, кто считает себя евреем. Это был человек универсальный, он неверующий был. То есть вот эта огромная иммиграция и эмансипация евреев говорила о том, что для них это не важно, они были эмансипированы, понимаете. Вот я не могу понять, почему Гитлер преследовал людей, которых с трудом можно назвать евреями. Потому что те евреи, которые настоящие, они абсолютно не могли противоречить ему, потому что они были такие же консервативные, как и он. Понимаете, они были... то есть мы случайно, видите, вернулись к этой теме. Ну, вы понимаете, о чем я говорю? Конечно. Да. И вот эта эмансипированная группа людей, которая абсолютно не ставила на первое место свое еврейство, но тем не менее генетика, она давала огромный опыт этой группы людей. Я опять не связываю никак Магнум с иудаизмом, а иудаизм я беру только вот это желание суметь сохранить, понимаете, то есть как они сохраняют себя. Они каждую субботу читают свою историю. Это мы прочитали свою историю и забыли. Понимаете, а у них своих историй, она кончается, потом снова начинается в год. Вот как пример отношения к своей истории. Вот это, и я думаю, что вот это как бы есть прообраз Магнума. Чемодан мексиканский. Капы. Капы. А у вас есть несколько, не знаю, любимых фотографий Брессона и Капы, кроме чемодана? Да и в чемодане там были замечательные фотографии. Но дело в том, что он у него была идея, конечно. Он ее осуществил. И не он один это делал. Были другие агентства. Наверное, это вас интересует, чем это агентство отличается. Но, понимаете, дело в том, что это две яркие личности. И мне нравится воспоминание Картье-Брессона о Капе, о том, что однажды Капа спросил, за кого ты себя принимаешь, кто ты? Он спросил Картье-Брессона? Да, как ты себя представляешь?
И Картье-Бresson сказал, так как он увлекался искусством, и фотографию он умел делать, но его интересовало искусство. Вот в этом смысле, мне кажется, наши пути очень близки с Картье-Брессоном, потому что и он начинал с художественной фотографии, и я. Потому что Тарковский, увидев мои художественные фотографии, меня направил, толкнул на репортаж. Мне это не хотелось. «Иди снимай улицу». «Не снимай улицу», да. И Картье-Бresson сказал, я сюрреалист. И Капа сказал, забудь это слово, никогда это не повторяй. Ты репортер. Вот. И всем говори, что ты репортер. И слава Богу, что он подчинился старшему товарищу. И он сказал, что благодаря этому я познал мир, увидел мир. Но, вы знаете, подвиг не увидеть мир. Подвиг получить от мира, увидеть его, не увидеть для себя его, понимаете? Я думаю, что этот мир, эта возможность дает тебе шанс стать личностью. Но и в то же время, если ты не способен это увидеть и взять, ты можешь эти фотографии сделать, продать. Я не понимаю репортеров, которые приезжают, снимают и уезжают. Если меня просят приехать, я обычно обойду это место. Я останусь 2-3 дня, мне это интересно. Понимаете? Но это величайший шанс, когда ты имеешь эксклюзивное право попасть на какую-нибудь ядерную станцию, там, я не знаю, в какие-то уникальные места. Тебе дают эксклюзивное право быть в том месте, где ты и не предполагал, и не имеешь возможности туда попасть. Поэтому я никогда не придумываю себе никаких проектов. Я принимаю все, что мне предлагают, потому что я не знаю, что там может быть. И не исключаю, что там может быть гораздо интереснее, чем то, куда я хочу пойти. Понимаете, да? Понимаю. Вот от него я получил этот импульс. И вот здесь кроется секрет. Pourquoi pas? Почему бы нет? Понимаете? И вот Картье-Бresson, он став репортером, конечно, у него был великий шанс стать личностью. И меня он больше интересует как личность. Его фотографии гениальные, потрясающие. Но я бы сказал, что вот у меня Арсений Тарковский, Андрей и Картье-Бresson. Вот как бы Картье-Бresson был... В него была немножко ирония. Он был ироничный, он был так же вспыльчив, как Тарковский Андрей. Мог позволить себе вот эту такую чистую, ну, как бы сказать, защиту чести собственной. Не в магнуме он делал, иногда фе какие-то показывал. Он мог там хлопнуть дверью. Хотя редко появлялся, но для меня он был интересен. Я общался с ним, видел его. Но, повторяю, для меня важнее было то, что он говорил, писал. И это доступно. Все сохранилось. Наша профессия имеет великолепную возможность себя сохранить. Георгий Борисович, можно вас спрошу про Инстаграм? Давайте. Вы активный пользователь? Ну, как импульсный, да. Так, чтобы каждый день об этом думать, я нет. Иногда возникает такая потребность. Мне самому интересно, когда она у меня возникает. Иногда вот лень и, знаете, как в том анекдоте, рано, Петька, рано, не хочется. Иногда вот раз, оно пошло. Для вас в этом больше... Что это такое вообще? Вот Инстаграм для искусства фотографии. Что это? Нет, Инстаграм не для искусства, для всего. Это просто коммуникатор. Инстаграм не несет никакой... Понимаете, самое смешное, что я в Инстаграм попал случайно. Мне казалось раньше, что это какой-то фильтр. Потому что мне спросили, ты в Инстаграм? Я говорю, да. Там был как у меня полироид. Мне очень нравятся фотографии Тарковского полироида. Вот, и возможность снимать, как бы стилизовать. И я был уверен, что вот это Инстаграм. Потом мы посмеялись, сказали, нет, Инстаграм – это коммуникатор. И Инстаграм возник как фильтры. Но он, в отличие от других там эстоматиков и так далее, их много разных было приложений, они придумали коммуникатор, не догадываясь, что это не то, что побьет всех остальных и его как фильтры. И уже фильтры не так важны. Понимаете, начиналось это, вот я думаю, я не знаю, надо спросить у них самих. Начиналось как фильтры. Мы все играли в эти фильтры, потому что фотошоп – это была сложная вещь для профессионалов. Поэтому это на первом месте коммуникатор. Это возможность показать всем желающим то, что ты делаешь. Это облегчает намного жизнь для меня, потому что я небольшой
любитель выставок и книжек. Я большой любитель выставок и книжек, но не своих. Для меня это труд. Я не хочу, не лень это делать, потом не знаешь, куда это все девать. И потом еще в этих местах стоят на дверях люди, которые, может быть, не самые тебе симпатичные. Они судят так, этого берем, этого не берем, и очень сильно редактируют. Вот это возьмем, это не возьмем, понимаете? Поэтому это не очень приятно, когда мне это не... И слава богу, появился Инстаграм, который меня заменил вот этот труд. То есть я облегчаю себе жизнь. Так что вы говорите, что моя инициатива, она микроскопична по сравнению с инициативой людей, которые делают выставки. То есть это возможность открыться перед людьми, кто тебя возьмет, тот тебя возьмет. И иногда там возникают недоразумения. И тогда кто-то пишет, а что это, зачем? И мои поклонники начинают объяснять. И тогда их враги начинают их дразнить. И тогда иногда выступаю я. Но я выступаю против своих поклонников. Я выступаю за своих врагов. Я и их прошу, чтобы они поняли. То есть моих поклонников прошу, чтобы они... И объясняю так, что... Вот помните, я говорил про... По-моему, я не говорил. Надо рассказать. Когда я поступал в ВГИК, моя сестра сказала, ты вообще никогда в жизни не был в Пушкинском музее. А вдруг тебя спросят какие-то картины. Я говорю, что, ну сходить? Я говорю, да. Я пошел, вернулся. Он говорит, ты что-нибудь понравилось? Я говорю, не. Отстой полный. Жутко. Все непонятно и неинтересно. И зачем непонятно. У меня был двоюродный брат, он ненавидел музыку, у нас стояли репродукторы, и оттуда звучала бесконечная музыка. Он говорит, это просто удушающе. Бесконечный Бах, Моцарт, все это, вот этот морализм советский, как и заставлять Пушкина читать, конечно, это все вызывало обратную реакцию, понимаете? Я говорю, ну кому-то это нравится? Говорит, да нет, я уверен, что это никому не может нравиться. Вот это люди выпендриваются, говорит, они специально говорят, чтобы оказаться умными. И я этому верил. Я думал, что вот эти все музеи – это чушь собачья. Вот это искренне. Это, кстати, на вопрос, от врожденного или нет. Это абсолютно не врожденно. Я не знал, не любил. И это приходит, и можно научить. Очень легко, кстати. И я делаю свои мастер-классы, и я прививаю людям эту любовь. Вот, потому что нормальный глаз, он хватает информацию. А кроме информации есть, конечно, невероятная одежда этой информации. И тогда я вступаю за этого человека и говорю, вы знаете, я вас очень понимаю, потому что когда-то я был такой, как и вы. И для меня это было недоступно. Я понимаю, что здесь недоступного. Потому что вы ищете информацию, там нет. Там какая-то игра формы. Люди, которые этим увлекаются, не увлекаются этой игрой. Согласны, да? Согласен. Георгий Борисович. Хотя, честно говоря, мне бы хотелось бы снимать больше репортаж. Все-таки. Это более... выгодно делать красивые фотографии, то, что я делаю в Инстаграм. Но я никогда не пропущу, и я всегда предпочтение отдам репортеру в Магдаме, если я вижу такого агрессивного, злого, рвущегося в атаку фотографа, который даже не делает красивых фотографий. Я всегда проголосую за него больше, чем за эстета типа меня. Да. Но я высталываю. Но я считаю, что фотограф должен быть универсальным. Юрий Борисович, да. 3 ваших любимых композитора. Слушайте, я не человек музыки, но, конечно, я называю Баха. О, знаете, вы, наверное, не по адресу. Потому что в музыке меня легко обмануть. Я беру самое доступное. В визуальном искусстве я разбираюсь. Бах. Конечно, под него очень... легко медитироваться, грустить. Вы знаете, можно я сейчас отвлекусь? Дело в том, что вот эта меланхолия, которая идет от Баха, дает понятие слова меланхолия. И у Пушкина, и вообще в русском языке, это не как у европейцев, это больше грустно. У Пушкина мне грустно и легко. Печаль моя светла. Видите, он дает двойные метафоры. Видите, он дает полярные. И меланхолия как раз в этом, для русского человека. Вот. В русском языке слово меланхолия обозначает немножко заторможенность и такой грустный человек, да. Но вот эта меланхолия и феномен Тарковского,
что он собрал меланхолию от всего, что он мог увидеть. Все шедевры, которые дают эту музыку, объединены в его фильме «Зеркало» и «Солярис». И, может быть, других тоже. Он нащупал вот это секрет, мне кажется, его. И моя догадка все-таки, извините за вмешательство физика в лирику, что все-таки это какая-то химия внутренняя, это гормон. От чего собака воет, если вы начинаете что-то петь? Вот это ощущение, это вещи социальные, конечно, потому что вызывая вот это по звуку, по плачу, по вою, по музыке, по живописи. Для Homo sapiens, конечно, это несет гораздо глубокий, более глубокий смысл. Под меланхолией понимают всю европейскую культуру, европейскую живопись. Когда вы видите Мадонну, она не вызывает у вас сексуальные ощущения, это надсексуальные. Она красивая, но мы видим ее все-таки грусть, она обеспокоена о судьбе младенца или что-то. Вот это состояние меланхолии, тревожность, вот это состояние человека более чем ребенок или тинейджер, человека, просчитывающего последствия, то есть зрелого человека, есть объект современного искусства. Ну, под словом «современный» я имею в виду более широкое понятие, чем сегодняшние кавычки «контемпоран» или там «модерн». При всем уважении к «контемпоран» и «модерн», я по-французски произношу, как по-русски «contemporary». Contemporary. Contemporary. По-русски, французский «контемпоран». Вот. И я считаю, что европейская культура, вот это и есть, это музыка меланхолии. Красиво. И она не только у Баха, она в большинстве классической музыки. Вы можете это увидеть. Изабель Юпер однажды на Каннском фестивале ходила с наколкой. Значит, там была изображена следующая цитата. Бог должен быть благодарен Баху, потому что Бах является доказательством существования Бога. Да. Красиво. Да. Георгий Георгиевич, мы за лучший вопрос для вас в комментариях и, может быть, за лучший какой-то комментарий подарим 5 ваших любимых книг одному из телезрителей. Можете назвать 5 книжек, которые для вас важны? Тяжело. Ну, Не потому что я не читаю. Для меня, извините, для меня немножко пафосно, понимаете? Ну, у нас такая Потому что традиция. я понимаю. 5 книжек. Ну, вот просто, которые, не знаю, Помогайте, да. произвели на вас впечатление недавно, или вы там перечитываете периодически. Нет, вы знаете, я очень люблю Пушкина. Что подарим Пушкина? Но я считаю, шедевр шедевров Евгений Онегин. Есть. Его Так, перечитывать бесконечно можно. это одна. Вторая. Я назову только классиков, то, от Отлично. чего мы отталкивались всегда. Отлично. Потому что западное искусство, конечно, надо читать в оригинале. Ну, вы можете продолжать. Я также обожаю и Лермонтова, Что Лермонтову подарим? и я вижу потрясающую прозу его Герой нашего времени. «Герой нашего времени», потому что нету более простых фраз, как это эталон простоты, как и у Пушкина. Вот Это две. Третью. две. То есть я не буду оригинальным, если я назову того же Толстого. Какой роман? Ну какой? Та же энциклопедия, та же «Война и мир». Есть. Так. Вот. Это 3. То есть они как бы самые доступные, самые банальные. Дарить вам придется. Это жест Будет будет приятно, решен, это да. как будто от вас. Ну, пускай будет от меня. 4. Ну, давайте мою профессию вернемся. Давайте того же мной обожаемого Картье-Брессона. Подарим какой-нибудь. Да, и альбом у него есть, есть книга, где есть его интервью. Вот это интересно. Его интервью, понимаете, я вам скажу одну вещь. У меня есть круг моих коллег, и у меня есть, после некоторых лекций я начал вести мастер-классы. И я делюсь своим опытом, рассказываю то, что я чувствую. И когда я послушал то, что говорит Картье-Брессон, у меня такое первое ощущение, что он украл мои мысли. Если бы он не сказал это за много лет до меня. Это очень совпадает. Да. Потому что я считаю его искренность. И, как ни странно, эти инструкции, которые он дает, они абсолютно невыполнимы. Почему-то люди это не выполняют.
Это такие простые истины. Потому что фотография, мы об этом мало, конечно, говорили с вами, о фотографии, потому что в ней есть некое удовольствие. Потому что всякое в профессию. Я считаю, что это напрасно. Вот я вчера говорил с одной очаровательной девушкой, фотографом, которая решила поменять профессию на биолог и думала идти в фотографию. Я говорю, ты знаешь, напрасно, потому что фотография – это не образование, биология – это образование, все что угодно, да. Ты должна молодая, у тебя должно быть образование, образуйся. А как же фотографы снимают? Я говорю, если бы я был бы неизвестный фотограф, ну как я так и стал, как приобретается профессия. Занимаясь своей профессией, ты делаешь фотографии, выставляешь на Инстаграм или где-то. И когда ты видишь, что другие тобой интересуются, когда твои фотографии просят, покупают, выставляют, и ты успеваешь это совмещать с профессией, неплохо. Но когда ты уже не успеваешь совмещать, то есть ты на расхват, тогда ты можешь перейти в эту профессию. Зачем увеличивать количество неудачных фотографов? Это правда. Ну, не надо быть неудачным фотографом, надо быть фотографом обыкновенным, удачным, имея другую профессию, не зарабатывая на этом. Что за цель зарабатывать? И вот тут как раз инструкция Пушкина, потому что меня все время просят, а как стать, как получить гонорар, а как профессия? Я говорю, вы не должны ставить перед собой целью корыстной. И вот это поэт «Живи один, дорогой свободной, иди куда тебя ведет». Свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Фантастическая инструкция для всех художников, поэтов. Не требую наград за подвиг благородный. Не требую наград за подвиг благородный, да. Благородный. То есть ты можешь всегда это делать, потому что оно как раз и помогает вот этой любимой химии, вот эти гормоны, которые дают тебе счастье. Да. Фотографии более доступные для всех, если ты не умеешь играть на пианино. Пятую Понимаете? книжку, Георгий Борисович. Пятую книжку, ну давайте, кого вы подскажите. Достоевский. Ну давайте. Какой роман? Я могу сказать, идиот. Ну, все, есть. Идиот. Да. Идиот. Хватит? У нас есть еще одна традиция. Да. Мы гадаем на книжке стихов. Ага. Может попасться ненормативная лексика. Как на это смотрите дело? Ну, пускай попадается. Я небольшой любитель, но... Как будет? Да, я считаю, Любая что... страница, первые 8 строчек. Мне самому читать? Да. Очки надевать. Какая? Любая. Первые 8 строчек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Их всего 8. Шикарно. Заброшенная ЖД, заржавелый прогнивший завод, карликовый городок на горизонте, бродячие куски деревьев, живых по привычке, разумеется, свалка и серые сумерки. И вот здесь-то меня и убили, а потом не нашли. Но это не меланхолия, это абсолютный пессимизм такой. А что я должен сделать? Все? Все? Прочитать, Всё? не комментировать не надо? Нет. Ну, кому-то это должно понравиться. А Спасибо. кому-то очень сильно нет. Спасибо, Георгий Борисович. Здоровья. Все. Спасибо огромное. Спасибо. Для меня огромная честь. Спасибо. И радость невероятная. Спасибо. Какие-то вещи, которые меня совершенно, конечно. Нужно сделать один портрет, Георгий Борисович, ваш, для афиши. А вот вы посмотрите на кухне, может быть. А ты фото хочешь? Не, на кухне лучше здесь. Потянете. Смотрите. А это против... Сейчас, секундочку, я что-то придумаю. Смотрите. Вот, если в той комнате, посмотрите, сейчас посоветую, может быть.
Лучше с рукой. Снимите, когда отвернут, может быть. Нет? Не то? Рука нормальная? Вы не видите, что вы снимаете? Вижу. А что же вы не можете показать? Ну, любой, покажите, я по плотности. Нет, не важно, по плотности посмотрите. Правда, Да. Нормально. не нужно закрывать переходник. Сейчас я современный объектив. Я, когда снимаю, я всегда показываю. Ну, вы помните, я вам зачитывал, вот, когда Тарковскому я имел неделикатность сказать, что обычно он попросил меня посмотреть контакты, я ему сказал, что вообще не положено, но, пожалуйста, я ему сделаю. И потом жалел всю жизнь, и в отместку себе за то, что эту деликатность я допустил, я, несмотря на то, что особенно американские журналы New York Times категорически запрещают показывать фотографии модели, которые снимаешь, они решают. Я всегда показываю. Прошу им, чтобы они меня не выдавали, но я всегда показываю, потому что для человека это очень важно. Я считаю, всегда можно достигнуть компромисс, который и будет годиться и для... Потому что людей, которые ты снимаешь, они не примитивные люди. Даже снимая когда-то примитивных, простых людей, когда-то в молодости я зарабатывал, приезжал в Грузию и снимал портрет, я все равно смотрел их... То есть я пытался все-таки не делать это безвкусно, не превращать это в кич.